Хотите приготовить такой чудесный сыр дома? Для приготовления вкуснейшего домашнего сыра нам понадобится, конечно же, молоко и вот такое чудо-средство. В Англии и в англоговорящих странах оно называется ринет. А в России оно продается под названием пепсин. Многие думают, что нельзя готовить сыр из магазинного молока, но вот вам пример. Я всегда готовлю из магазинного молока, так как мне негде купить домашнее. Конечно же, если у вас есть возможность купить домашнее молоко, то это будет лучше, наверное. Покупайте самое жирное молоко, какое есть в магазине. Вот в Англии, например, молоко продается жирное, обезжиренное и средней жирности. Жирное молоко имеет вот такую синюю крышечку. Это молоко имеет жирность 3,7%. И хочу сказать несколько слов об этом чудо-средстве, о ринет. Оно бывает сухое, концентрированное и разбавленное. Вот это вот разбавленное. Но неважно, на каждом из них бывает указано, как использовать и сколько ринета нужно добавить на определенное количество молока. Сегодня я готовлю сыр из 4 литров молока. Ставим кастрюлю с молоком на плиту и нужно разогреть это молоко до 37-39 градусов, не больше. Для этого, конечно же, нам понадобится вот такой термометр. Разогреваем молоко на среднем огне и время от времени перемешивайте деревянной лопаточкой, пожалуйста. Очень важно правильно рассчитать, сколько ринета нам понадобится. Если вы добавите меньше ринета, то у вас получится более мягкий сыр. Если вы добавите больше ринета, то более твердый сыр. Я уже много раз готовила домашний сыр из этого чудо-средства и нашла лучшую пропорцию для меня. На 4 литра молока я беру 100 миллилитров вот этого чудо-средства. Напомню вам, что это средство разбавленное, не концентрированное, поэтому я беру такое большое количество. Если вам удалось найти концентрированный ринет, то там исчисление идет в каплях. Вот в этой крышечке помещается около 10-12 мл. Я добавляю 10 вот этих крышечек. Главное, чтобы вы поняли, как это используется, и затем уже пропорции вы будете сами высчитывать. Обязательно время от времени перемешивайте молоко, чтобы все молоко равномерно подогрелось. 38,1 градуса. Это прекрасная температура. Теперь выключаем плиту и начинаем готовить сыр. Напомню, что этот ринет разбавленный. И очень важно после каждого колпачка хорошо перемешивать молоко. Я добавила 10 колпачков, и уже, как вы видите, начинает формироваться сыр. Теперь я накрою крышкой и оставлю еще минут на 10, чтобы нужные реакции произошли, и затем продолжим. Итак, прошло около 10 минут, и теперь чистой рукой хорошенько вот это вот все попытаемся вот так вот разломать и перемешать. Оставим еще минут на 10-15, чтобы сыворотка и сыр отделились друг от друга. На Кавказе для приготовления сыра используют вот примерно вот такие вот формочки. Так как я родом с Кавказа, я тоже буду готовить домашний сыр в такой вот форме. А здесь, в Англии, можно купить специальные формы для приготовления домашнего сыра. Так что это уже по вашему выбору, в чем формировать сыр. Прошло еще около 15 минут. Теперь можно сформировать сыр
прямо здесь вот так руками сжимая его, или же просто перелить содержимое этой кастрюли вот в эту форму. Конечно же, снизу что-то нужно подложить, чтобы сыворотка наша не потерялась, так как сыворотку мы тоже будем использовать. И затем уже руками придать окончательную форму вашему сыру. Эта посуда, видите, уже заполнилась сывороткой, поэтому поменяем ее на другую. Просто вот так вот придавим сыр со всех сторон. Оставим минут на 10, чтобы излишняя жидкость стекла, и затем перевернем этот сыр. Прошло 5-10 минут, не надо оставлять на большее время. Смотрите, еще сколько сыворотки отделилось. Обязательно перелейте это в другую посуду, чтобы не мешалось здесь. Очень легко. Посмотрите, рукой вот так прикладываем, переворачиваем и затем вот кладем вот сюда. Посмотрите, какая красивая форма у нашего сыра получилась. Теперь я вам очень рекомендую в течение часа еще 2-3 раза перевернуть этот сыр с одной стороны на другую. Оставьте на сутки до следующего дня при комнатной температуре. И, конечно же, в течение этих суток еще пару раз, 2-3 раза еще дополнительно переверните. Вот эту жидкость, эту сыворотку, которая осталась после приготовления сыра, обязательно сохраните. На Кавказе вот эту сыворотку пьют вместо воды. Как вы знаете, на Кавказе много долгожителей, и может быть это и есть один из секретов их долголетия. Так что пейте на здоровье. Или же можно вот эту сыворотку использовать вместо воды во время замеса вашего теста. И выпечка ваша будет вкуснее, чем обычно. Хранить нужно в холодильнике. Я, например, переливаю вот эту сыворотку в пластиковые бутылки и кладу в холодильник или даже в морозильник, если у вас много и вы не часто печете. И по мере необходимости достаете из морозильника, размораживаете и используете. Прошли сутки, и посмотрите, какой чудесный сыр у нас получился. Я подготовила рассол для сыра. Подробное видео, как приготовить рассол для сыра, есть на нашем канале. Ссылка будет в описании. Посмотрите, пожалуйста. А коротко я вам скажу, что рассол готовится очень просто. На литр воды берется 10% соли и 1% сахара. Переносим наш сыр в подготовленный рассол. Я забыла вам сказать, что этот сыр весом примерно 600 грамм. То есть из 4 литров молока у меня получилось 600 грамм сыра. По-моему, очень даже неплохо. А обязательно сверху придавите чем-то этот сыр. Вот можно вот так тарелкой. И оставляем на сутки. И завтра я буду готовить осетинские пироги с этим сыром. А если не хотите готовить осетинские пироги, то просто держите этот сыр в рассоле и по мере необходимости доставайте, отрезайте сколько вам надо и кушайте на здоровье.